Всем огромный привет, меня зовут Сергей, добро пожаловать на канал Хобогивели. Сегодня мы с вами по полочкам разложим ту информацию, которую нам рассказали на мероприятии Behind the Sims Summit про пятую часть игры The Sims. Да, пятый Sims уже презентовали и рассказали о нем некоторые подробности, так что давайте поподробнее. В данный момент пятая часть игры находится в максимально ранней стадии разработки, и разработчики поделились некоторыми футажами и видео того, какие возможности будут реализованы в пятой части игры The Sims. Они показали максимальную детализацию изменения предметов вплоть до подлокотников у кроватей. Также они показали цветовой круг и также, разумеется, редактор стиля, чем-то похожий на The Sims 3, только намного лучше и круче. Если в Sims 3 вы могли изменять цвет и текстуру данных объектов, то в Project Rene, как называется в данный момент пятая часть игры The Sims, можно будет изменять количество подушек на диване, форму подушек и так далее. Вы сможете максимально кастомизировать все объекты, которые, собственно, придут с этой игрой. В данный момент пятая часть The Sims, а это именно Sims 5, кто бы что ни говорил, это именно The Sims 5, имеет рабочее название Project Rene. Почему разработчики выбрали название Rene? Потому что это ренессанс, изменения, что-то новое и тому подобное. Если мы взглянем на раннюю стадию графики, на секундочку, это максимально сырые футажи, то графика выглядит что-то между Sims 3 и Sims 4, больше ушедшая в реализм от той мультяшности, которая сейчас есть в Sims 4, и это не может не радовать. Добавление большего количества полигонов, текстур, и вообще смятых всяких одеял и подушек, это выглядит очень круто даже на сыром футаже. Разработчики скорее всего, только приступили к разработке, и на протяжении ближайших 2 лет они будут нам рассказывать и показывать все этапы производства игры, что для The Sims очень в новинку. Сейчас вообще, в принципе, модно показывать то, что разработчики делают. Давайте мы с вами посмотрим на тот же Paralives, когда разработчики анонсировали игру и потом начали показывать, какие этапы производства игра проходит, на какой стадии производства игра и так далее. И с пятой частью игры The Sims та же самая история. Если раньше Sims 4, 3 и 2 разрабатывался максимально в закрытых помещениях, в плане по утечке информации и тому подобное, пытались сдерживать всю информацию, дабы ничего не утекло в интернет и, в принципе, в СМИ, то сейчас с пятой частью игры The Sims разработчики решили самостоятельно делиться тем, что они разрабатывают. С одной стороны, они будут нас радовать практически, наверное, может быть, раз в квартал, раз в месяц какой-то свежей информации о Project Rene. Опять же, это рабочее название проекта. У The Sims 4 тоже было свое название рабочее, которое называлось The Sims Olympus, и тогда тоже многие говорили, что да нет, это не Sims 4, да нет, это какая-то отдельная игра, бла-бла-бла, хотя изначально этот проект позиционировался как отдельная игра, да, онлайн и тому подобное. Здесь то же самое. Начали люди говорить о том, что да нет, это не Sims 5, это Project Rene, это какая-то новая игра во вселенной The Sims. Нет, ребят, это пятый Sims, потому что даже разработчики на своем официальном блоге пишут, что это следующее поколение игры The Sims. То есть у нас есть Sims 1, Sims 2, Sims 3, Sims 4 и следующее поколение, разумеется, The Sims 5. Вот что пишут разработчики в своем официальном блоге. Команда приступила к работе над следующим поколением The Sims, которое в настоящее время известно как Project Rene. Поклонники могут ожидать больших инноваций в том, как они смогут настраивать и создавать свои миры. Также разработчики указывают, что играя в The Sims Project Rene, да, в The Sims 5, игроки смогут делиться своим игровым процессом со своими друзьями на любых устройствах, будь это планшетники, телефоны, компьютеры, PlayStation, возможно, Nintendo и так далее. The Sims 5 будет максимально кроссплатформенный, и даже ваш смартфон тоже будет поддерживать The Sims 5. Почему название Project Rene? Мы выбрали Project Rene, потому что оно напоминает такие слова, как ренессанс и возрождение, и символизирует нашу новую
приверженность The Sims. Именно этим мы и занимаемся, открывая новое будущее The Sims с новым игровым опытом и многим другим. И именно после этого абзаца некоторые СМИ начали писать о том, что, возможно, The Sims ждет полный перезапуск, и The Sims 5 может стать The Sims 1 или The Sims New или что-то типа того. Но все же это следующее поколение The Sims, такое, про которое я вам рассказываю уже на протяжении, наверное, лет 4, с онлайн-режимом, с кроссплатформенностью, и вся та информация, которая была в выпусках новостей, она вся официально подтверждена именно на этой презентации. Вы сможете создавать персонажей по фотографии, стилизировать одежду, стилизировать мебель и так далее. Sims 5 будет по-настоящему таким Симсом, о котором мечтали многие игроки. С онлайн-режимом и с офлайн-режимом, на секундочку. Sims 5 не значит, что он будет только онлайн. Он будет как офлайн-режим, как мы все с вами привыкли, так и в игре будет онлайн-режим для того, чтобы играть со своими друзьями. Что будет включать в себя Project Rene при запуске? Что оправдывает ожидания игроков? Пока мы не можем говорить слишком много о том, что мы можем ожидать во время запуска, но мы следим за отзывами игроков на ранних стадиях разработки Project Rene. Мы стараемся идти выше и дальше в плане прозрачности и создания возможностей для игроков, поделиться своими мыслями о том, что мы создаем в течение следующих нескольких лет. Если бы точнее, то нескольких лет — это 2 года, судя по всему, до анонса, до выпуска 5-й части игры. Остается 2 года. Будет ли Project Rene только однопользовательской игрой или будет в многопользовательском режиме? У игроков будет выбор: играть в однопользовательскую игру или сотрудничать с другими игроками через многопользовательский онлайн режим на поддерживаемых устройствах посредством кроссплатформенной игры. То есть вы сможете играть со своими друзьями через онлайн, через кроссплатформу, в многопользовательском режиме, и это здорово, и это круто, и это именно то, что ждут в Sims уже на протяжении долгих лет. Мне кажется, еще с Sims 2 я тогда задумывался о том, что как бы было круто играть со своими друзьями в одной семейке, в одном домике. Это было бы офигенно, здорово, классно. И вот спустя дохрена лет Sims 5 эту возможность реализует. Также многие заметили, что интерфейс игры The Sims 5, ака Project Rene, да, немножечко очень какой-то топорный, дурацкий и тому подобное. Ребят, на секунду, это практически стандартный интерфейс движка, на котором эта игра разрабатывается, Unreal Engine. Если вы посмотрите на ту же игру Paralives, у нее примерно такой же интерфейс, потому что, ну, примерно вот как-то вот эти все разработки и тому подобное делаются в одном стиле поначалу, и только после того, как игра обретает уже какую-то целостность, ей задают интерфейс, то есть какие-то окошечки и все остальное. То, что вы сейчас видите на экране, вот этот вот интерфейс, да, какой-то, ну, максимально топорный, это вообще не окончательный вариант. Просто то, что вы видите, забудьте про интерфейс абсолютно. На исходе игра будет по интерфейсу абсолютно другой, так же, как и, скорее всего, по графике, потому что, ну, это максимально сырая графика, и разработка практически только началась. Также мне безумно понравилось, что разработчики показали момент с тем, что вы сможете размещать отдельные объекты, как будто бы в 3D программе по дизайну интерьера, всякие подушки, наклонять их по оси, и скорее всего вот эта вот ось, которая сейчас показана, опять же, это максимально что-то стандартное из движка, и позже интерфейс размещения объектов будет также подправлен, исправлен, доработан, доделан. Вот, поэтому то, что вы видите сейчас на экране, это максимально неконечный результат. Это просто сырые футажи. Но графика уже, понимаете, уже графика в сырых футажах выглядит очень круто. Подкрутить тени, подкрутить текстуры, подкрутить детализацию и чем займутся разработчики чуть позже, скорее всего, и игра будет просто великолепная. Главное, чтобы они сделали нормальную оптимизацию и она не тупила. С учетом того, что игра
кроссплатформенная, вы сможете играть в нее на телефонах, то тут оптимизация — это самый главный фактор, да. Также можно заметить, что нам показали не только режим покупки, но и некий режим строительства. Мы видим с вами прозрачные стены, которые выделены пунктиром для обозначения окончания или начала комнаты, и можно видеть, что сами стены по структуре остались точно такие же. Вот эти вот тоненькие стеночки, нет какого-то определенного там момента с несущими стенами и тому подобное. То есть, ну, максимально стандартные, то, что используют, наверное, все, и то, что используется еще с первой части игры The Sims, потому что, в принципе, вид стен, он бывает разный. Но мне безумно интересно, как реализуют именно само строение стен. Будет ли какая-то система клеток, или же мы сможем с вами спокойно делать и круглые, и изгибающиеся стены, и стенку на пол клеточки. Ну, короче, максимальная кастомизация. И мне почему-то кажется, что такое будет. Разработчики показали, что вы сможете в проекте The Sims 5 выделить несколько объектов, которые уже зафиксированы, и объединить их в один объект. То есть имеется в виду, как бы зафиксировать эти объекты в том положении, в котором вы хотите их сохранить. Например, вы создали классный интерьер, вы эти объекты объединяете вместе, сохраняете, и оно у вас лежит где-то в таком положении, в котором вы их расставили. Классно. И этот скриншот самый интересный, потому что, во-первых, мы видим с вами этот дом с неких углов, с разной стороны углов, да, потому что вот мы видим одну комнату, которая была показана на предыдущих скриншотах, мы там с вами видим картины, тумбочки, там даже микроволновка, какой-то стол, ванная комната, шторки, всякие напольные, настенные покрытия, то есть как бы в проекте уже довольно много объектов, на секундочку, и каждый из них кастомизируется по-своему. Также мы с вами наблюдаем размещение, получается, объектов с другой платформы, то есть с телефона. Кто-то из ваших друзей может строить с телефона, а вы, допустим, будете строить с компьютера. И получается так, что вы играете одновременно в одной семейке с разных устройств. То есть максимальная кроссплатформенность. Пока вы там строите в соседней комнате, ваш друг может строить в другой комнате, размещать объекты и так далее. И это очень здорово. Также некоторые глазастые фанаты заметили то, что этот футаж был показан на квартире. И вон там на телефоне есть кнопочка, которая называется Apartment Selection, выбор другой квартиры. То есть неужели официально подтверждена информация того, что в пятой части игры The Sims в базе будут квартиры, и для этого разработчики не будут выпускать отдельное дополнение? Очень интересно. Ну что, на этом, я думаю, ролик подходит к концу. Единственное, что хочу подвести как итог, что, ребята, Sims 5 официально анонсировали, и это уже факт, который нельзя отрицать, хотя многие говорят, что это не Sims 5, это что-то другое. Нет, ребята, это Sims следующего поколения. И Sims 4 осталось жить последние годы. Года 2 или 3, скорее всего, и потом мы с вами будем играть уже в то, что разработчики показали на этой презентации. Так что осталось совсем немножко наслаждаться четвертой частью игры, думаю, года 3 точно, может быть 2, и, собственно, скорее всего, в это время, эти года 2-3 финальные, мы с вами получим в Sims 4 тот контент, о котором так долго мечтали, потому что уже в 23-м году нам дадут тот контент, который взорвет нам мозг. А об этом в следующем видео. Так что всем спасибо большое за просмотр, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, чтобы не упускать всю самую свежую, интересную информацию, потому что на ближайшие 3-4-5 лет у нас информации выше крыши. Главное, чтобы YouTube не заблочили и все было хорошо. Всех люблю и всем пока-пока, мои хорошие. Пока-пока.